Как себя вести несовершеннолетнему, если он был задержан. Наиболее часто несовершеннолетние доставляются в подразделение органов внутренних дел за совершение. Влекущим гораздо более серьезные последствия является задержание несовершеннолетних по уголовным делам. Теперь поговорим об обязанностях сотрудника полиции при задержании несовершеннолетнего. Как себя нужно вести несовершеннолетнему при задержании? Если вы видите, что сотрудник полиции ведет себя не в соответствии с законом, не выполняет то, что обязан выполнить, разговаривает грубо, без законных оснований начинает применять физическую силу. Дорогие друзья, здравствуйте! Приближаются новогодние праздники с их обычными, несмотря на введенные ограничения, народными гуляниями в праздничные дни и ночи в общественных местах. Поэтому сегодня будет полезно поговорить о том, как себя вести несовершеннолетнему, если он был задержан сотрудником полиции или иного правоохранительного органа. Общий алгоритм поведения приемлем также и для взрослых, за некоторыми особенностями, о которых будет сказано. В соответствии с действующим законодательством гражданин, в том числе и несовершеннолетний, может быть задержан. Первое – в рамках производства по административному материалу. Второе – в рамках производства по уголовному делу. Сначала поговорим об административном доставлении и задержании несовершеннолетних. Как правило, административному задержанию предшествует административное доставление. Согласно статьи 27 со значком 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, доставлением является принудительное препровождение физического лица с целью составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления в месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным. Наиболее часто несовершеннолетние доставляются в подразделение органов внутренних дел за совершение следующих административных правонарушений. Первое – это побои, статья 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Второе – уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, статья 7.14.1 КоАП РФ. Третье – уничтожение или повреждение чужого имущества, статья 7.17, мелкое хищение, статья 7.27, действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, статья 11.1, нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, статья 11.7, мелкое хулиганство, статья 20.1. Также несовершеннолетние могут быть доставлены и задержаны в случае нахождения их в общественном месте в состоянии опьянения, в случае потребления распития ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также курения в неустановленном месте. За доставлением в соответствии с действующим законодательством следует административное задержание. Согласно статьи 27.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении. Срок административного задержания несовершеннолетнего не может превышать 3 часов. Исключение составляют случаи, если несовершеннолетний привлекается за совершение следующих административных правонарушений. Это первое.
административное правонарушение, посягающее на установленный режим государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации. Второе. Административное правонарушение, совершенное во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Третье. Нарушение таможенных правил. Обязательным дополнительным условием для увеличения срока административного задержания несовершеннолетнего во всех вышеперечисленных случаях является неустановление личности несовершеннолетнего, либо невыяснение всех обстоятельств административного правонарушения. В этих случаях административное задержание не может превышать 48 часов. Влекущим гораздо более серьезные последствия является задержание несовершеннолетних по уголовным делам. Согласно части 1 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, отвечает за совершение любого уголовно наказуемого деяния. Но, кроме того, частью 2 статьи 20 УК РФ за совершение ряда преступлений возраст уголовной ответственности снижен, и несовершеннолетний может быть привлечен и осужден к реальному наказанию уже с 14-летнего возраста. Это следующие преступления. Первое. Убийство. Статья 105 УК РФ. Второе. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Статья 111 УК РФ. Третье. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Статья 112. Четвертое. Похищение человека. Статья 126. Изнасилование. Статья 131. Насильственные действия сексуального характера. Статья 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Статья 158. Грабеж. Статья 161. Разбой. 162. Вымогательство. Статья 163. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Угон. Статья 166. Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах. Часть 2 статьи 167. Преступления, связанные с террористической деятельностью. Статьи 205, 205 со значком 3-205 со значком 6. 14. Захват заложников. Статья 206. 15. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Статья 207. И другие наиболее тяжкие преступления. Всего таких составов 32. Именно за совершение указанных в части 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации преступлений несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, может быть задержан по подозрению в совершении преступления. Достигшие же 16 лет несовершеннолетние могут быть задержаны также и за остальные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Согласно статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы при наличии одного из следующих оснований. Первое. Это когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Второе. Когда потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Третье – это когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность,
либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок задержания по подозрению в совершении преступления составляет 48 часов. За это время дознаватель, следователь обязаны принять решение либо освободить задержанного, либо избрать ему меру пресечения. Мера пресечения в виде заключения под стражу, либо домашнего ареста на срок не более 2 месяцев может быть избрана только судом. Теперь поговорим об обязанностях сотрудника полиции при задержании несовершеннолетнего. Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года о полиции, при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: первое, назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию, обращаю ваше внимание, по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Второе. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близкого родственника или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения. Согласно части 3 статьи 5 этого же закона, сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок, не позднее 3 часов с момента задержания, уведомляются родственники, администрация по месту его работы, учебы, а также защитник. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители. Это предусмотрено статьей 27.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц. Согласно статье 96 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю, имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя-следователя в целях уведомления близких, родственников или иных близких лиц о своем задержании и месте нахождения. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществить указанное право, такое уведомление производится дознавателем-следователем. Согласно статье 423 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о задержании несовершеннолетнего подозреваемого, дознаватель-следователь обязан незамедлительно известить его законных представителей. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания. Подозреваемому должно быть разъяснено его право, в том числе право на приглашение защитника. Согласно статье 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по уголовным делам в отношении несовершеннолетних участие защитника является обязательным. До начала допроса подозреваемого по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. Теперь поговорим о том, как себя нужно вести несовершеннолетнему
при задержании. Первое. Это ни в коем случае не пытаться оказать физическое сопротивление. Второе. По возможности, находясь в общественном месте, иметь при себе паспорт, либо его нотариально заверенную копию. Третье. Если сотрудник полиции не представился, вежливо попросить его об этом. Также в обязательном порядке попросить сотрудника полиции предъявить для обозрения его служебное удостоверение. Постараться при этом запомнить фамилию и имя сотрудника полиции, либо записать их. Четвертое. Поинтересоваться причиной, по которой сотрудник полиции обратился к вам. Попросить разъяснить, что вы нарушили. По требованию сотрудника полиции предъявить документ, удостоверяющий вашу личность. При этом обязательно сообщить свой возраст. Шестое. Если при себе не оказалось документа, удостоверяющего вашу личность, спросить разрешения позвонить родителям или иному лицу, которое сможет принести ваши документы. Если вы видите, что сотрудник полиции ведет себя не в соответствии с законом, не выполняет то, что обязан выполнить, разговаривает грубо, без законных оснований начинает применять физическую силу, следует попросить граждан, находящихся поблизости, возможно, ваших знакомых, произвести видеозапись на телефон всего происходящего. Восьмое. После доставления в орган внутренних дел незамедлительно дежурному по ОМВД, дознавателю либо следователю еще раз сообщить, что вы являетесь несовершеннолетним. Девятое. Потребовать незамедлительно сообщить о вашем задержании вашим родителям, а также вашему адвокату. Потребовать исполнения права на телефонный звонок. При разговоре сообщить: первое, адрес, где вы находитесь; второе, фамилию и имя сотрудника, который вас задержал, а также сотрудника, который занимается рассмотрением материала; третье, рекомендуется попросить близких обеспечить выезд адвоката в отдел полиции, где вы находитесь, для оказания вам юридической помощи и защиты вас от противоправных действий. Следующее. Потребовать выдать вам на руки копию протокола административного доставления, протокола административного задержания. Следующая рекомендация. Без участия вашего защитника не давать никаких показаний. Если дознаватель, следователь для вашей защиты предоставит адвоката по назначению, и вы не уверены в правильности, безопасности для вас показаний, о которых вас допрашивают, рекомендую воспользоваться правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, и не давать никаких показаний против себя либо своих близких родственников. При этом дознаватель, следователь обязан в объяснении, протоколе допроса указать, что вы воспользовались этим правом. Следующее. После того, как ваш адвокат прибыл в отдел полиции, вы вправе без участия посторонних лиц обсудить с ним все обстоятельства и выработать защитную позицию по делу. С момента вступления в дело вашего защитника дознаватель, следователь не имеют права производить какие-либо проверочные либо следственные действия с вашим участием в отсутствии вашего защитника. Как показывает практика, своевременное прибытие выбранного вами адвоката при любом задержании исключает возможность злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов, а своевременный совет защитника перед дачей показаний в большинстве своем ведет к решению дела в вашу пользу и к освобождению задержанного. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, напишите, какие темы из области права, как уголовного, так и гражданского, вас интересуют. Я с удовольствием отвечу на все вопросы
дам конкретные рекомендации в своих новых видео. Также я доступен для очных консультаций, о которых можно договориться по телефону, либо через мессенджеры. Желаю вам всегда принимать правильные решения. Успехов во всем. До свидания.